Я решил проверить древнюю легенду про лес, который забирает души людей. Все начиналось хорошо. Я углублялся в чащу, но через какое-то время, отойдя с дороги, услышал отдаленные голоса и понял, что по дороге кто-то идет. Неизвестные прошли, и я, расслабившись, совершил роковую ошибку, которая едва не стоила мне здоровья, а то и жизни. Загнав меня в угол, ко мне приближалось два человека, но в один момент они заметили чей-то свет фонаря и пошли на него. И тут я понял, что в этом проклятом лесу есть еще кто-то неизвестный. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Прошли. Хотели на вышку залезть, но там поломанная лестница. Говорят, в этом лесу много происходило всяких самоубийств, пропадали люди. Я в это особо не верю, но я решил для вас все-таки проверить эту легенду. Как видите, тут достаточно так накатанная дорога. Сзади трасса. Я постараюсь сейчас аккуратненько дойти куда надо. Опа. Вот этого я не видел. Это, ребята, огромное озеро, которое тут есть. И там что-то он в озере плавает. Да, кстати, я слышал, что в этом озере вроде как нашли человека когда-то еще, в начале нулевых. Так, какая-то машина едет. Ну, это трасса, так что я буду стараться не паниковать. Так, ребята, пришли к такому шлагбауму. Как думаете, стоит за него заходить? Или нет? Тут машины ездят. Все-таки, наверное, придется туда идти. Птица. Так, будем сейчас искать тропинки, уходить с главной дороги. Потому что вроде как шлагбаум закрыт, но я не сильно хочу, чтобы меня кто-то нашел и срисовал. Так, ребята, короче, тут направо есть просека. И вроде как мне говорили, где-то с той стороны дом лесника должен быть. Говорят иногда, что в этом лесу слышны крики ночью. Смотрите, какой там капец. В натуре, блин, стрёмное место. Тут даже и спрятаться негде, даже если захочу. Я слышал какие-то голоса. Я свет отключил. Блин, какие-то голоса.
Или мне кажется? Ладно, ребята, я, наверное, сейчас поставлю свою камеру ночного видения на пенек. У меня их две, одна маленькая, снимает сейчас меня, вторая в рюкзаке. И просто подожду, посмотрю, кто там будет идти. Слышали какой-то шум? Слышали какой-то шум? Так, как будто кто-то идет. Меня не видно, надеюсь, и не слышно. Пусть эти странные люди пройдут. Я пойду дальше туда, в глубину леса. Уже вроде шума не слышно, может уже прошли. Все-таки был шум. Так, ребята, кто собирает свою камеру ночного видения? Иди дальше. Там, кстати, даже свет фонаря был. Сейчас покажу вам его. Не успел включить запись. Кто-то пробежал. Муть олень какой-то или хрен его знает. Серьезно, кто-то только что пробежал, не успел включить запись. Пробежал кто-то. Фу, блядь. Черт, я тут один. Какая-то колея, не знаю, дорога. Куда идти? Голосов не было, просто кто-то пробежал. Может, зверь какой-то, лань какая-то, олень, косуля. Может быть, люди, но мне показалось, что видел какие-то светоотражающие элементы в кустах. Как будто ли в кроссовках кто-то был. Или хрен его знает. Опа. Скворечник или что это? Давайте посмотрим, что он вообще делает в глухом лесу. Ну как бы это не сильно глухой лес. Но достаточно. Номер 9. Аж сердце выскакивает. Что вообще тут происходит, блядь? Слушайте. Кто-то идет. Никого не вижу. Ну, наверное, кто-то прикалывается. Или что, я не пойму. Я слышал отчетливо голоса, кто-то пробежал, кто-то шурдел, но там дальше кусты. Блять. Наверное, зря вообще пошел в этот лес.
ребята, я на эту тропинку вышел. Сейчас все-таки буду идти в другую сторону, черт возьми. Надо было идти налево от озера, а не направо. Что-то накопано тут. Так, я вроде вышел на ту дорогу. Какие-то накопано тут, бог пойми что. Так. Блядь, тут это ломится, слушайте, сука. Так, пришлось опять свет отключать. Ни хрена не видно. Камера вся сбилась, ни хрена не работает. Ребятушки, вроде я вышел на ту нужную тропинку. Тут трактора иногда ездят. Короче, там кто-то ломился в кустах, может зверь какой-то. Ну не знаю, там достаточно нахоженная дорога. И там может угодно быть. Может там люди какие-то ходили. Егерь. Птичка полетела. Какие-то егеря, не знаю, кто это может быть. Но... Сейчас я буду выходить к дому лесника. Вроде как он где-то тут должен быть, если не ошибаюсь. Где-то тут оно должно быть. Сука. Вы это слышали? Бля. Кто-то запалил меня, походу, сзади. Мне говорят. Смотрите. Свет какой-то. Пропал. И тут. Смотрите. Говорят, что-то не видим, его не видим, не знаю. Фонарик, смотрите, 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 тут. Блядь, тут. Сука. Говорят, лесоруб какой-то.
вообще? Ух ты, ёб твою мать! Смотрите. Идут какие-то, не знаю кто, с фонарями. Пошел, там красный фонарик какой-то. Синий фонарик. Все, ушли. Светят куда-то на деревья. Уходят. Ребятки, вышел, на тропинку за ними, они куда-то ушли. Видите, впереди свет. Вот пошли куда-то там поворот за горой. Это два мужика каких-то. Может быть. Во, идут, видите. Так. Во. Видите? Идут, говорят о чем-то. Так светят куда-то в стороны. О чем-то говорят. Я себе так чуть под ноги подсвечиваю. Так вот, видите, люди эти идут в разные стороны, светят на деревья, там всякие. Что-то ищут, походу, и там двое мужчин. И они метрах, наверное, 100 почти тут от меня впереди поднимаются куда-то под гору сейчас. Я потом приближу. О чем-то говорят. Посмотрю, куда они идут. Ну, вроде как к какому-то ручью. У них один фонарь. Так, ребята, вроде те мужики ушли. Никого нету. Тут уже началось какое-то болото. Было сухое все. Началось болото, я в ложбинке. Не знаю, что это. Река какая-то или хрен его знает. Там подъем наверх куда-то, я не знаю, пойду посмотрю. И там еще какие-то дороги тут. Это оттуда я пришел. Слышали? Что это за животное такое может звук издавать? Ладно, ребята. Я думаю, мне следует идти наверх, да и все, и уходить отсюда. Видите, коль тут трактор ехал, значит, там, наверное, выход с этого чертового леса. Может быть, я выйду сейчас на другую сторону, по делу должен выйти. На левую его сторону. Ребят, смотрите, что я нашел только что. Вышку. Еще какая-то вышка. Не хочет фокусироваться. Раз вышка, два вышка. Дорога, может быть, то какие-то охотники ходили. Не знаю, опять куда-то вышел, ручья не было. Сейчас на эту вышку поднимусь. Посмотрю, что там интересного. Блять. Так, ребята, поднимаюсь наверх. Не, ребята.
Казалось, кто-то шел со мной. Надеюсь, мой фотоаппарат не словит объектив. Блик. Что-то ходят, что-то ищут. Ох, там два фонаря или сколько, не знаю. Твою мать. Сюда куда-то идут. Только не светите, только не светите. Охотники, походу. Охотники какие-то. Только не смотрите, только не идите на меня. Я не знаю, я не вижу, у них вроде оружия нету. Молодые голоса. Скорее всего, это какие-то егеря. Оп. Черт, надеюсь, меня не будет видно. Блин, говорят, в вышку хотят залезть. Только не сюда, только не сюда. Только не сюда. Говорят, что никого не видят, и не знают, что они тут. Ёлки-палки. Ёлки. Проходим. Прошли. Хотели на вышку залезть, но там поломанная лестница. Прошли куда-то. Говорит, не знаю где. Ищут кого-то. Уходят, короче, по дороге. Наверное, это какие-то лесники или кто делает обзор территории. Короче, так, ребята, они только что прошли. Вот отсюда спускаться. Она вся шатается, эта хрень. Так, все, выключаю, все, ухожу. Ребята, уже выхожу, короче, с леса. Смотрите, какая красота вокруг, склоны. Я ушел где-то на километра 2 оттуда от тех непонятных людей, совсем в другую сторону от них. Что могу сказать вам, ребята? Что это было очень странно, что они тут ночью лазили без оружия. Ну, это не охотники без нифига. Что они тут делали, я не знаю. Хорошо, что они меня увидели. Я не знаю, что было бы, если бы они меня тут заметили. Сейчас я буду выходить в населенный пункт, садиться на последнюю электричку, ехать домой. Если вам понравился этот выпуск про лес, то напишите в комментариях. Я, возможно, посещу еще какие-то интересные объекты, потому что таких лесов достаточно вокруг. И чуть ли не каждый лес имеет какую-то свою страшную историю. Так.
Были опять голоса. Все, я соврал. Так, ребята, все, в следующем выпуске уже увидимся. Побежал.